Всем привет, народ! И в этом видео мы посмотрим на тупые клоны игры в кальмара в Google Play. Ведь вроде бы хайп по сериалу Squid Game уже утих, но в Google Play ежедневно появляется огромное количество игр, связанных с этим сериалом. Причем некоторые игры не имеют вообще никакой связи с сериалом или играми из сериала. И единственное, что их связывает, это название. К примеру, игра Squid, на значке которой нарисован персонаж из сериала. И в принципе на этом связь с сериалом уже заканчивается. Ведь после того, как игра загрузилась, мы понимаем, что это просто тупой раннер, в котором даже кнопки меню просто неактивны. Я нажимаю, но ничего не происходит. А посмотрите на нашего персонажа. Это просто чувак в мотошлеме, которого просто залили зеленым цветом. Даже не раскрасили, а просто использовали заливку. Авторам игры настолько плевать, что они просто залили всего с ног до головы персонажа с зеленым цветом. Могли бы хотя бы обувь, перчатки и шлем сделать другого цвета. Ну ладно, еще разработчики забили болт на персонажа. Но выпустить игру в Google Play, в которой ни одна кнопка меню не работает, это уже просто максимальный уровень наплевательства. Ладно, и так сойдет. Вначале я подумал, что это возможно просто обучение, и мне нужно пройти первый уровень, чтобы меню стало доступным, как, к примеру, в Subway Surf, где вначале тебе рассказывают основы, а потом тебе становятся доступны все функции игры. И знаете что? Я прошел 3 уровня этой игры, и меню по-прежнему недоступно. Я нажимаю на все кнопки, включая настройки, но ничего не происходит. Но чтобы вы понимали, в игре есть монетки, а также есть раздел персонажа. В теории я должен зарабатывать монетки и тратить их на новых персонажей. Ведь, к примеру, после завершения уровня мне предлагают утроить монетки, посмотрев рекламу. И тут возникает вопрос, а нахрена мне это надо? Ведь единственное, что я смогу сделать с этими монетками, это засунуть их в одно место. И поверьте мне, это не копилка. Ну и естественно, если вы не смогли пройти какой-нибудь уровень, хотя не могу представить, насколько нужно быть криворуким, чтобы не пройти вот такие вот уровни, то вам предложат пропустить этот уровень, посмотрев снова рекламу. Спасибо, но лучше я просто удалю нахрен эту игру и скачаю Subway Surf, или же поищу другую нормальную игру, которая реально связана с сериалом. К примеру, игра под названием Сквидвард! Нет, не Squidward, а Squid War. Не в том смысле вор, а в смысле война. И при запуске игры нас встречает вот это вот. И я даже не знаю, что страшнее, кукла или наш персонаж. Выглядит, конечно, все стрёмно, но по крайней мере лучше, чем в предыдущей игре. И при нажатии кнопки Play начинается теперь уже многим известная игра «Тише едешь, дальше будешь». Но самое забавное то, что при первом запуске у меня каким-то образом получилось сделать удар. То есть я смог заставить персонажа ударить. Дальше, сколько бы я ни пытался, у меня не получилось повторить это же действие. Проще говоря, была взята готовая механика, в которой есть действие удара. И на ее основе как можно быстрее сделали игру по сериалу, чтобы успеть на поезд хайпа. Кстати говоря, этот видос как раз таки выходит, когда уже поезд хайпа уехал. И поэтому этот видос, скорее всего, не наберет просмотров. Поэтому я бы хотел попросить вас поддержать это видео лайком, а также подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну а сейчас мы переходим к следующей игре, в которой ты якобы по сети играешь с другими людьми. Эта игра чуть более интереснее, чем предыдущие, и более продумана. К примеру, здесь есть не только «Тише едешь, дальше будешь», но и другие игры из сериала. Но мы начнем уже с классики. Мы выбираем режим, и начинается подбор игры. То есть, как бы набираются игроки. Через какое-то время начинается игра, и мы начинаем двигаться к нашей цели и стараемся не умереть. И вроде бы никаких проблем. Так в чем же здесь подвох? Все очень просто. Дальше я решил попробовать сыграть в игру, выключив Wi-Fi и мобильный интернет. И вы не поверите, снова, как только мы выбираем игру, начинается какой-то подбор, и нас якобы снова кидают в игру с другими участниками. Только вот проблема в том, что интернета-то нет. Какие другие участники? Эта плашка просто делает иллюзию того, что ты будешь играть с другими игроками, и все. Но если вы думаете, что это единственная игра, которая прибегнула к этой хитрости, то вы сильно ошибаетесь. Встречайте, игра под названием Squid Game IO. Я думаю, по названию вы уже догадались, что это копия всем известной браузерной игры Agar.io. И при запуске игры нас сразу же встречает надпись о том, что мы открыли секретного персонажа, сиреноголового, популярность которого тоже уже ушла. Поэтому напишите в комментариях, кто еще помнит этого монстра. А еще мне интересно, как вы о нем узнали, из хоррор-видосиков на ютубе или же из видеоигр. Ну ладно, вернемся к игре. И сразу, как только игра загрузилась, нас встречает меню с выбором персонажей. Здесь нам доступна как моделька обычного игрока, так и надзирателя, хотя, если честно, он не сильно похож на того, кто был
был в сериале. Но если пролистать дальше, мы видим, что здесь куча других персонажей, которые не связаны с игрой в кальмара, хотя сама игра называется Squid Game IO. Очевидно, что автор просто хочет так привлечь больше людей к своей игре, просто запихал в игру как можно больше различных персонажей. Ну ладно, давайте перейдем к самой игре. В игре нет ничего необычного, мы просто бегаем и собираем еду, тем самым поднимая наш уровень. И если наш уровень будет больше, чем уровень у другого игрока, то мы сможем его съесть. Все как в оригинальном Agar.io. Единственное, что меня смутило, это то, что у меня над головой флаг USA, хотя я явно живу не в США. Поэтому я решил, как и в предыдущей игре, выключить Wi-Fi и мобильный интернет. И угадайте что? Я магическим образом телепортировался из США в Россию. А перезапустив игру еще раз, я телепортировался в Японию. И используя 5G чип, который был вшит мне в мозг, я смог играть с другими игроками, даже выключив полностью интернет на мобильном телефоне. Как тебе такое, Илон Маск? А на очереди у нас еще один раннер, в название которого добавили Squid Game, а персонажей, за которых мы будем играть, просто одели в спортивный зеленый костюм. Как же просто нынче делать игры по игре в кальмара? Просто берешь любую готовую игру, добавляешь в название Squid Game, а у персонажа делаешь зеленый костюм и готово. Но тупость этой игры заключается в том, что ты никогда не сможешь стать победителем в таблице лидеров. Вы скажете, ну это очевидно, потому что всегда есть игроки, которые играют лучше тебя. Вон, зайдите в Silversurf, там в топе огромное количество игроков, которых ты никогда в жизни не обгонишь. И вначале я тоже так думал, но потом я выключил интернет, и каким-то образом таблица лидеров все равно обновлялась. После каждого забега все те же игроки набирали большее количество очков, чем я. И несмотря на то, что я всегда набирал больше очков, чем они все равно оказывались выше в рейтинге, чем я, набрав еще каким-то образом больше очков. Проще говоря, это фейковая таблица лидеров. Я такую встречал еще в старых играх на приставке. Но в отличие от этой игры, там не было интернета. Поэтому там было нормой то, что в таблице лидеров есть заранее заготовленные игроки и результаты. Это могли быть результаты разработчиков или бета-тестеров. И их можно было побить. Однако в этой игре это сделать невозможно. Ну ладно, давайте перейдем к следующей игре. В этой игре разработчики решили даже не запариваться по поводу моделек. В предыдущих играх хотя бы раскрашивали персонажей или искали похожих. Здесь решили не запариваться по этому поводу. Вместо куклы они поставили огромную механическую турель. А у надзирателей костюмы не красные, а оранжевые. Ну ладно, а как насчет посмотреть на игру в кальмара, объединенную с Майнкрафтом? Я думаю, многим интересно, что же получилось. А получилось, в принципе, неплохо. За исключением одного момента, когда персонажа убивает, то он обоссывается. Я не знаю, как по-другому объяснить, почему из него вытекает желтая кровь. Хотя, подождите, знаю, цензура. Сука, Google, ты же сказал, что картинка прозрачная. Она ведь даже в формате PNG. Ну ладно, я решил пройти эту игру. Поэтому я собрал в кулак весь свой лоускильный геймерский скилл и умер. Потому что какого-то хрена, когда отвернулась уже эта гребаная кукла, меня все равно убила. Но я не сдался, и с 1000-й попытки я все-таки прошел игру. И вы не поверите, дальше меня ждала следующая игра. Ну и так как я смотрел сериал, поэтому я сразу же выбрал треугольник. И в принципе это было легко. А следующая игра была еще проще, просто нужно было держать палец на экране и все. Однако про эту игру то же самое я сказать не могу. Изначально я думал, что в этой игре полнейший рандом, и мне нужно будет угадывать каждый раз новую комбинацию. Но, как оказалось, здесь всегда одна и та же комбинация. И изначально я даже хотел пройти этот уровень, но потом увидел, сколько впереди этих гребаных плиток. Я сказал, нет, спасибо, я уже устал, у меня телефон 5% заряда, поэтому телефон тоже устал и нужно заканчивать. И поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, а также нажмите на этот гребаный колокольчик. Видосы и так офигеть как редко выходят.